Знаете, что со мной случилось в прошлый вторник? Я зашел в кафе. Обычное кафе. Недалеко от дома. Я там был 100 раз. 100 раз. Но в этот раз я просто стоял. Стоял и молчал. Как будто забыл, как говорить. И знаете, что самое смешное? Я преподаю русский язык. Каждый день. Но в тот момент в моей голове было пусто. Совсем пусто. Это было неловко. Очень неловко. Бариста смотрела на меня. Я смотрел на нее. Молчание. А потом я вспомнил. Вспомнил слова. Простые слова. И все стало хорошо. И я подумал, наверное, это случается не только со мной. Наверное, вы тоже иногда стоите в кафе и не знаете, что сказать. Это нормально. Правда. Это случается со всеми. Даже с теми, кто говорит по-русски много лет. Голова иногда просто пустая. Это жизнь. Поэтому сегодня мы вместе пройдем весь путь. От входа в кафе до чашки кофе. Шаг за шагом. Спокойно. Без паники. Я покажу вам слова, которые помогают мне. Простые слова. Настоящие слова. Те, что работают в реальной жизни. Не из учебника. Из жизни. Готовы? Тогда начнем. Ладно. Сначала давайте посмотрим на кафе. Просто посмотрим. Спокойно. Это помогает. Когда вы заходите в новое место, сначала просто посмотрите вокруг. Не торопитесь. Посмотрите на стены. Вот стены. Они белые. Белые и чистые. Очень простые. На стенах ничего нет. Никаких картин. Никаких полок. Просто белые стены. Запомните это слово. Стены. Стены белые. Хорошо. Теперь смотрите туда. Видите окна? 2 окна. Большие окна. Окно. Окна. 2 окна. Через эти окна внутрь идет свет. Свет теплый, золотой, красивый. Из-за этого света в кафе уютно, даже если на улице холодно. Внутри всегда тепло. Стены белые, окна большие, свет теплый. Повторите за мной. Стены белые, окна большие, свет теплый. Отлично. Теперь посмотрите вниз, на пол. Пол деревянный, светлый, теплый. По нему приятно ходить. Пол деревянный. Запомнили? Хорошо. Мы уже знаем 3 вещи. Стены, окна, пол. Это уже много. Правда. Это уже хорошее начало. Теперь смотрите сюда. В центре кафе стоит стол. 1 стол. Обычный стол. Стол квадратный. Не круглый. Квадратный. 4 угла, 4 стороны. Квадратный стол. И он коричневый. Коричневый, как дерево, потому что он сделан из дерева. Из настоящего дерева. Стол деревянный, коричневый, квадратный. Повторите. Стол деревянный, коричневый, квадратный. Хорошо. Теперь посмотрите слева от стола. Там стоит стул. 1 стул. Этот стул круглый. Ну, не совсем круглый. У него круглое сиденье, круглая спинка. Понимаете? Круглый стул. И он желтый. Не просто желтый, ярко-желтый. Как солнце. Очень яркий, красивый. Стул желтый, круглый, слева. Запомните.
слева. Теперь посмотрите справа от стола. Там тоже стоит стул. Еще один стул. Этот стул тоже круглый. Но он не желтый. Он белый. Просто белый. Чистый. Красивый. Стул белый, круглый, справа. Итак, у нас есть стол квадратный, коричневый, деревянный и два стула. Желтый слева, белый справа. На столе ничего нет. Стол пустой. Стулья пустые. Никого нет. Тихо, спокойно. Это хорошее место. Хорошо. Теперь мы заходим в кафе. Мы садимся. Куда? Вот на этот желтый стул, слева от стола. Мы сели. Удобно. Хорошо. Что теперь? Теперь меню. Что такое меню? Это маленькая книжка. Там написаны названия. Название еды, название напитков. Кофе, чай, сок, вода, пирог, торт. Все написано в меню. Меню обычно лежит на столе или его приносит бариста. Иногда оно уже у вас в руках, вот как сейчас. Смотрите, вот оно. Маленькое, прямоугольное, светлое. Я держу его двумя руками. Вот так. И читаю. Спокойно, не спешу. Читаю слова. Одно слово, потом другое слово. Медленно, внимательно. Это нормально. Все так делают. Русские тоже так делают. Они тоже читают меню медленно, потому что выбор — это важно. Вы хотите хороший напиток, вкусный напиток. Поэтому вы читаете, думаете, выбираете. Может быть, кофе, может быть, чай, а может, сок? Не знаю. Вы решаете. Я обычно беру кофе. Просто кофе. Черный кофе. Без сахара, без молока. Просто кофе. А вы? Что вы любите? Подумайте, выберите и запомните это слово. Запомните, как оно называется по-русски. Это важно. Очень важно. Потому что сейчас к вам подойдет бариста и спросит, что будете заказывать. И вы должны знать, что ответить. И вот бариста подходит, смотрит на вас, улыбается, говорит: «Здравствуйте, что будете заказывать?» Все. Вот этот момент я помню очень хорошо, потому что в этот момент я всегда немного нервничаю. Даже сейчас, даже после многих лет, немного нервничаю. Это нормально, это человеческое. Но знаете, что помогает? Простые слова. Очень простые. 3 слова. Только 3. Первое слово — «здравствуйте». Это первое слово, которое вы говорите. «Здравствуйте». Это вежливо, это правильно, это по-русски красиво. «Здравствуйте». Повторите. «Здравствуйте». Хорошо. Второе слово — «можно». Можно мне кофе, можно мне чай, можно мне воду. Слово «можно» — это очень полезное слово. Оно работает всегда. Можно мне. Повторите. Можно мне. Отлично.
Третье слово. Пожалуйста. Пожалуйста. Когда вы добавляете «пожалуйста», вы звучите очень вежливо, очень красиво. Пожалуйста. Повторите. Пожалуйста. Итак, 3 слова. Здравствуйте. Можно мне? Пожалуйста. Вместе. Здравствуйте. Можно мне кофе, пожалуйста? Все. Вот и вся фраза. Простая, короткая, понятная, работает всегда, в любом кафе, в любом городе. Запомните ее, запишите, повторите много раз. Здравствуйте, можно мне кофе, пожалуйста? Это ваша фраза, ваш инструмент. Используйте ее. И вот на столе стоит чашка. Белая, красивая. Из нее идет пар. Тонкий белый пар. Кофе горячий, свежий, пахнет хорошо, очень хорошо. И вы понимаете, это было несложно, правда, совсем несложно. Вы сказали 3 слова. Здравствуйте. Можно мне кофе, пожалуйста? Бариста улыбнулся, принес чашку, поставил на стол, сказал «приятного аппетита» или просто улыбнулся. И все, готово. Вы сделали это. Вы заказали кофе. По-русски. Сами. Без паники. Без страха. Просто сказали и получили. Знаете, что это значит? Это значит, что вы можете делать это снова. Завтра. Послезавтра. Каждый день. В любом кафе. Вы заходите, садитесь, читаете меню, говорите «здравствуйте», говорите «можно мне», добавляете «пожалуйста» и получаете свой напиток. Спокойно, по-русски. Это не магия, это не секрет. Это просто жизнь, обычная жизнь. И теперь вы знаете, как это делать. Я горжусь вами, правда, потому что вы дошли до конца. Вы не ушли, вы остались, вы учились, вы слушали, вы повторяли. И теперь у вас есть инструмент, простой инструмент. 3 слова. Здравствуйте, можно мне, пожалуйста. Используйте их. Идите в кафе, попробуйте. Не бойтесь, даже если голос дрожит, даже если вы нервничаете. Все нормально, все нервничают, даже я. Главное — попробовать, просто попробовать, и у вас получится, обещаю. Спасибо, что были со мной сегодня. Увидимся в следующем видео. Пока.